Прости, Анют, но мы больше не можем быть вместе. Никита сказал это таким будничным тоном, словно отказывал жене в праве спать на кровати справа, а не слева. Он украдкой посмотрел на нее, чтобы убедиться, что до нее дошел смысл его слов. В последнее время она была уверена, что услышит эту фразу. Женская интуиция подсказывала ей, что у нее крадут ее счастье. Потихоньку, понемногу из любимого мужа вытягивают все то, что она так ценила в нем. Его ум, чувство юмора и, главное, любовь к ней. «Почему же ты мне лгал, когда я тебя спрашивала?» Повернула она побледневшее лицо к его опустевшей оболочке. Не был уверен до конца. Он подошел к фильтру и, налив себе стакан воды, в 2 глотка осушил его. И потом, тебе так легче. Это как с обреченным умереть от смертельной болезни родственникам. Ты каждый день потихоньку привыкаешь к... Замолчи, пожалуйста. Она закрыла руками уши. Спасибо за заботу. Вот и славно. Я знал, что ты воспримешь все без истерик, как и подобает современной и умной женщине. Прошу, уходи, попросила она. Так в 35 лет Анна осталась одна в съемном жилье, оплачивать которое теперь не имело смысла, и с опустошенным предательством сердцем. Сама, будучи психологом, она знала, что ей предстоит пройти, и была к этому готова. О том, что она не сможет стать матерью, она узнала еще до того, как вышла замуж за Никиту. Но он воспринял это более чем спокойно, сказав, что из него все равно получился бы плохой отец. Более того, когда Аня захотела усыновить ребенка, Никита воспротивился. И теперь она понимала, почему. Он был способен любить только себя. Работа с детьми как-то компенсировала ей отсутствие собственных. Ладно, так, не раскисать, занять руки делом, никому не звонить, не жалеть себя. Сама себе сказала Анна и вдруг разрыдалась неожиданно для самой себя. Слезы – естественная реакция организма. Лучше не сдерживаться, выплакать все и полегчает. Сидя спустя несколько минут в теплой ванне, она подумала, что где-то в огромном мире бродит ее вторая половинка. Она не знает его рост, вес, цвет глаз, но точно знает, что он существует, и эта мысль успокаивала и грела ее. В зале ожидания аэропорта народа было немного. Очередь на регистрацию была небольшой, но в ней умудрились повздорить мужчина и женщина, стоявшие друг за другом. Мужчина, двигая свои баулы, случайно задел чемодан семьи, стоявший впереди него. «Ну что за баран, а?» — обратилась женщина к своему спутнику, держащему за руку маленького сына. «Ален, я прошу тебя, не заводись!» Тихо попросил Вениамин, а мальчик сжал голову в плечи. Он знал, что скандала не избежать. Мама с самого утра была на взводе и успела накричать на него, на папу и на горничную отеля, где они останавливались. Возможно, она бы и не завелась, если бы не мужчина с баулами. Осознав, что его только что обозвали бараном, он процедил сквозь зубы: «Овца!» и, смерив ее презрительным взглядом, добавил: «Облезлая». «Веня, ты что, вот так позволишь оскорблять свою жену?» Зашипела она на мужа. «Пусть извинится, немедленно». «Мужчина, вы ведь извинитесь перед моей женой за овцу?» Вежливо спросил папа. «Еще чего, пусть извинится сперва за барана», возмутился мужчина. «Ален, мне кажется, это будет справедливо», обратился к жене Вениамин. «Ты что, издеваешься?» Выпучила она на него глаза, как будто хотела его уничтожить взглядом. «Чтобы я, чтобы перед этим, да пошли вы все!» До Москвы летели молча. Алена молчала и в такси, а когда Ваня спросил ее, скоро ли они приедут, наорала на ребенка. Мальчик испуганно прижался к отцу.
«Женщина, у вас все в порядке?» – спросил пожилой водитель. «Зачем ребенка обидели?» «Тебя забыла спросить, старый козел!» Обрушилась на него Алена, и водитель узнал о себе много нового. И тут Вениамин понял, что его жена попросту больна, и ее агрессия – это лишь проявление болезни. На следующий день, когда жена немного успокоилась, Вениамин осторожно намекнул ей, что ее поведение становится неадекватным, она совсем себя не контролирует. «Самое ужасное, что все это на глазах у ребенка», — сказал он. «Ваня же все видит». «Что он видит? Как я ставлю на место хамов, сующий свой сопливый нос в чужую жизнь?» Тут же вскинулась на него супруга. Вениамин на всякий случай убрал подальше нож, который лежал на столе. «Я хочу, чтобы ты прошла обследование», — спокойно сказал он. «Если ты считаешь, что здорова, то тебе и бояться нечего». «Конечно, я здорова, и тратить деньги на этих психологов-дармоедов не собираюсь. Ладно, давай мириться». И она вытянула губы в куриную гуску, ожидая поцелуя. Не дождавшись его, она открыла глаза. «Что, опять что-то не так?» «Все не так. Ты психически нестабильна. Твое состояние меняется, как будто внутри тебя кто-то щелкает тумблером». Она посмотрела на него внимательно, приблизив лицо так близко, что ему стала видна осыпавшаяся тушь с ее ресниц. «Я поняла», — сказала она, растянув губы в подобие улыбки. «Это ты болен. Какой тумблер? Что ты несешь? Ты болен, Венечка». «Не хочешь обследоваться? Давай разводиться. Но учти, Ваня останется со мной». Услышанное вызвало у его жены приступ бешенства, но она нашла силы сдержаться и мило улыбнулась. «Я подумаю над твоим предложением». Ночью у Вани случилась неприятность. Он очень крепко уснул, а проснувшись, осознал, что описался. В ужасе он посмотрел на маму. Она стащила простынь с его кроватки и стала совать мальчику в лицо, причитая: «Я тебе говорила, не пей на ночь. Говорила?» И Алена шлепнула сына простыней по голове. Удар был не сильный, но мальчик вдруг издал слабый всхлип и упал на пол, закрыв голову руками. В комнату ворвался Вениамин и схватил ребенка на руки, вышел, не сказав ей ни слова. Он поехал к своим родителям. Старики обрадовались сыну с внуком, но, узнав причину их визита, очень расстроились. Я как чувствовала. Мама Вениамина отсчитала капли и залпом махнула успокоительное. «Знаешь, мне сон такой приснился, нехороший». «Да сны тут ни при чем. Я думаю, что Алена больна», — сказал Вениамин и сказал сыну: «Иди, Вань, посмотри мультики, дедушка сейчас включит». «Пошли, Ванюш, специально для тебя купил пару дисков». «Жень, куда ты их убрала?» «Да на проигрывателе лежат», — ответила бабушка. Дед включил мультики внуку и, вернувшись, прикрыл дверь. «Что ты там про Алену-то говорил?» «Я думаю, она больна», — сказал Вениамин. «Да хабалка она, больше ничего», — нахмурился дед. «Ванька к вам иной раз возвращаться не хочет. Спрашиваю, что случилось, молчит. Ясно, мать защищает. Он так хочет получить от нее тепла, но Алена уверена, что парня нужно воспитывать без сантиментов, по-спартански, иначе вырастет тюфяком. Ты, сынок, все-таки разберись с этим», — подала голос Евгения Павловна. «Алена очень груба, и с мальчиком тоже». Когда Анна увидела Ваню, она подумала, что бабушка привела к ней здорового ребенка. Есть такие мнительные бабушки. «Ну, давай знакомиться», — улыбнулась Аня. «Как твое имя?» «Ваня». «Сколько тебе лет?» «5». Бабушка привела его с жалобами на инурез и не только. Евгения Павловна рассказала, что мальчик с недавних пор живет с ними, с родителями отца, стал закрытым и несчастным. Раньше болтал без умолку, все ему было интересно.
а теперь сидит сиднем и ничем не интересуется. Начались проблемы в детском саду. Их психолог посоветовала обратиться к вам. Закончила бабушка свой рассказ. Анна провела с ребенком несколько тестов. К счастью, никакой патологии у ребенка нет. Но у него, к сожалению, признаки начинающейся депрессии, и это без внимания оставлять нельзя. Аня объяснила бабушке стратегию лечения и вместе с рецептом протянула визитку. «Вот мой телефон. Звоните, если появятся вопросы». Она тепло простилась с мальчиком, взяв с него обещание, что он придет к ней через месяц. Когда Ваня с бабушкой вышли из медцентра, Ваня сказал: «Мне очень понравилась Анна Петровна. Она может вылечить маму?» Бабушка обняла внука. «Твоя мама ничем не болеет». А папа сказал: «Болеет». Упрямо сказал ребенок. Лечение приносило свои плоды. Ваня стал снова интересоваться окружающим миром. На лице его хоть и редко появлялась улыбка, но он не был счастлив, ведь мама не навещала его и даже не звонила. Когда других детей из садика забирали мамы, Ване хотелось плакать, но он помнил, что мама говорила, что мужчины не плачут, и держался, в надежде, что это поможет. Но мама все не шла и не шла. Зато папа навещал его часто, в выходные водил в зоопарк и музеи, но на вопросы Вани о маме начинал прятать глаза и говорить, что мама уехала. «Когда она вернется?» – спрашивал мальчик. «Она вернется, и мы снова будем жить как раньше?» «Нет, сынок, я не хотел тебе говорить, но мы с твоей мамой разошлись, и она уехала надолго. Ей предложили работу в другой стране, и она согласилась». «Уехала», — повторил мальчик, и вдруг сдерживаемые долгое время слезы побежали по его щекам. Отец обнимал его, что-то говорил, но ребенок его не слышал. Второй день Ваня молчал, отказывался от еды. Предательство мамы сделало его безразличным ко всему, и тогда отец сам повез его к врачу. Увидев Ваню в таком состоянии, Анна поняла, что ребенок получил сильную психологическую травму. Для того, чтобы составить программу лечения, ей нужно было знать больше, чем при ребенке мог рассказать ей отец. Договорились, что он позвонит ей и разъяснит обстоятельства, которые привели к такой беде. Он позвонил, они встретились. «Даже не знаю, как вас благодарить», — опустил глаза Вениамин, «за то, что в свое личное время согласились встретиться со мной». «Расскажите мне про мать мальчика», — попросила Аня. «Нет ли у нее психических заболеваний?» Бабушка заполнила анкету, где указала, что в вашей семье все психологически здоровы. Но, глядя на Ваню, вы попали в яблочко. Мать Вани не совсем обычный человек, очень импульсивный, может наговорить ужасных вещей, даже запустить в гневе каким-нибудь предметом, но потом успокаивается и, как мне кажется, испытывает чувство вины. Делая пометки в блокноте, Аня отложила карандаш. Испытывает чувство вины? А в чем это выражается? Ни в чем, подумав, сказал Вениамин. Простите, но я в дурацком положении. Если я начну сейчас говорить плохо о бывшей жене, вы сочтете меня... Аня впервые посмотрела на мужчину с интересом и, кивнув, произнесла: «Вы правы, надо было встретиться лучше с бабушкой, но она почему-то не пригласила меня в ресторан». Мужчина впервые за все время улыбнулся. Разговор пошел непринужденно. Вечер давно перетек в ночь, а они все сидели за столиком и не могли расстаться. У обоих было чувство, что они давно были знакомы и встретились после долгой разлуки. «Я бы пригласила вас в гости, Вениамин, но боюсь, что вы сочтете меня...» Повторила она его слова. «Я не хочу отпускать вас, Анна». Он взял ее руки в свои и легонько сжал. «И тоже боюсь приглашать вас, чтобы вы не подумали,
что я легковесный болван или еще чего похуже. Тогда встретимся завтра, вставая, сказала она. Через несколько дней они поняли, что им совсем не хочется расставаться. А когда спустя время начали жить вместе, то и Ваня преобразился. Из садика теперь его забирает мама. Однажды он получил в подарок щенка и заплакал от счастья. «Прости, мама, я знаю, что мужчины не плачут», — сказал он, размазывая кулаками слезы по щекам. «Иногда плачут». Мама обняла его и поцеловала в светлую вихрастую макушку. Вот такая история, друзья. Напишите, пожалуйста, что вы думаете об этой истории. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Всего вам доброго. До свидания.